Всем привет и добро пожаловать на новое видео на канале Интернациональная школа по пению. Сегодня я хочу сделать анализ новой песни Димаша, которую вы мне посоветовали, которая называется Adagio. И это версия песни с шоу Singer. Песню Adagio я знаю как классическую инструментальную пьесу, версия Adagio Альбинони, а также я знаю версию Лары Фабиан. И я думаю, что Димаш споет именно эту версию, и он покажет нам свою интерпретацию песни Adagio. Значит, у нас классическая тема, модернизированная Ларой, в нашем случае. И давайте посмотрим, что же Димаш с этим сделал. Поехали. Окей, значит, здесь я вижу, что последняя нота не была занижена. Я не знаю, сделал ли он это потому, что он хочет спеть именно так, или потому, что он не хочет быть слишком серьезным. Его голос очень красивый, в нем присутствуют нотки баритона. Там внизу, во всем этом есть бас. У него занижена гортань. Я вижу невероятную экспрессию лица. Я думаю, что ему очень нравится эта песня. Qué bonito. Окей, хорошо, значит, до этого он пел голосом баритона, а потом... Да, между второй и третьей октавами. А теперь он перешел на... четвертую октаву. Сначала он пел на придыхании, почти в фальцете, между голосами тенора и сопрано. А потом он полностью перешел на голос тенора. Также я заметила, что он очень экспрессивен прям во всем, в том числе и с вибрато. Его голос не только вибрирует, но также его лицо, его экспрессия. Ay, qué bonito. Заметьте, что он почти упал на пианино, и он, когда поет, очень-очень экспрессивен. Здесь он уже поет с более полным голосом, и музыка также начала играть с пылом. Мне нравится, когда он делает вот такие повороты своим голосом. Ай, блин, как красиво, как же красиво. Какой красивый тенорный голос. Итак, здесь он играл с динамикой песни, а также он поднял как бы свой белтинг с очень мощным микстовым голосом, а потом он все убрал, оставаясь в своем голосе. Здесь, спереди, но его голос и экспрессия все же были брутальные. И как я уже говорила, он играет с динамикой песни. И я говорю о сильном микстовом голосе, который перешел в средний голос. И на протяжении всего этого его голос оставался красивым. Ну, что мне сказать? Вокальные повороты, которые он делает, они очень-очень красивые. За короткое время он поднимался вверх, спускался вниз. У него изысканное мастерство регистров. И он мастер динамики в песне.
Bueno, bueno. Vale, И здесь он уже в другом ya en регистре. octava 5. И ноты там полностью смиксованы в белтинге, а остальное он поет очень мощным тенорным голосом, но не чистым лирическим тенором. В нем присутствует лирический голос, но не как бы, не в миксе. Как бы сказать, в тембрном миксе. Это не просто тембрный микс, все покрыто, и это дает голосу очень красивый цвет, как бы окрас. Очень красиво. И он поет эти высокие ноты с очень хорошим микстовым голосом. Каждая нота очень разная, и он делает все в легато, все между собой связано. И по правде говоря, это все очень сложно. Что же он тут вытворяет? Сначала он перешел на ми, а потом он перешел на фа, а потом на пятую, и спел он это на одном дыхании. Невероятный контроль дыхания, и к тому же, вместо того, чтобы его дыхание закончиться, наоборот казалось, что он наполнялся воздухом. Невероятно. И погодите, он уже внизу, на коленях. Давайте посмотрим, что он сделает дальше. Боже мой, боже мой, боже мой. Боже мой. Apoteósico. Просто невероятно. Этот парень берет нас на совсем другой уровень. Вау. Все было в пятой октаве. Ре, ми, фа. Он очень целеустремлен. Он был очень целеустремленным в этой песне. И я люблю Лара Фабиан. Я люблю другие версии Ададжио. Но эта версия была очень мощной. Todos los pelos de punta. Боже мой, какое это шоу. Как только вы начинаете думать, что он дал вам все, он продолжает давать вам еще больше. Это из-за мощного микстового голоса, я не знаю. Я просто вижу его и такая, вау, это невероятно. И он поднялся на D6 октавы. Это высокая нота, которую поет сопрано. Безумие. Безумие. В пятой октаве он пел микстовым голосом, и это уже было невероятно. А потом он перешел на шестую октаву, чтобы все закончить. И если вам и этого не хватило, он давал нам мурашки и энергию. Он давал нам больше и больше. И мне это нравится. Мне это очень нравится. Спасибо вам огромное за то, что вы советуете мне такие невероятные песни. Это было восхитительно. То, что этот парень сделал с этой песней, просто очаровало меня. Он начал песню с игры на пианино, что делает его более совершенным. И он начал песню с голосом баритона, а потом поднимался по всем регистрам. Первый его голос был между голосом сопрано и тенора, по типу фальцета, а потом он полностью перешел на голос тенора. Это было красиво. Были моменты, когда все его вибрато исчезало.
И он был полностью сфокусирован на лирике песни. Вы можете увидеть, что он все чувствовал, что он любит эту песню. И это очень круто. И он на совсем другом уровне. Он делал невероятные вещи в этой песне. Я не знаю под конец, сколько он там держал эту ноту, но это было очень долго. А еще он поднимался вверх. Он шел к ноте D, 5-й октавы, а потом к И, а потом к F. И во время всего этого он не дышал. И в это же время его голос становился все мощнее и мощнее. Невероятно. Под конец, когда он поднялся на 6-ю октаву и пел ноты, которые поет сопрано, мои волосы встали дыбом. Это было очень мощно. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.